Какая же у меня тренировочная программа? Это неправильный вопрос. Хата здесь стоит около $4000 в месяц, а вот эта моча просто на полу. Мы бухие идем с Димой после бара, и я нашел какой-то самокат, какой-то бомж его взломал, чтобы ночью путешествовать по Лос-Анджелесу. Обычно натуральный майонез из яиц, и он является основой моей стабильной массы и стабильно низкого процента подкожного жира. Двухминутный перерыв для меня это как эталон, и всегда в этот двухминутный перерыв между тренировкой одной группы мышц входит тренировка на другую. Чувака накрыло жестко. Привет, ребята, я уже сделал операцию, расскажу как-нибудь об этом в отдельном влоге. Прошлое видео подорвало много пуканов, больше чем обычно, хотя, возможно, этому поспособствовал мой выебистый кирпич. Но и сегодня тема будет довольно прозаичная, хотя у меня есть несколько причин ее полноценно осветить. Во-первых, я уже говорил, что моя жизнь сейчас стала намного более упорядоченной, чем я привык, и звучит выебисто, намного более эффективной, неожиданной и приятной. И помимо колоссальной фрустрации по поводу Америки, моего топлива, большой вклад также внес режим и спорт. С одной стороны, нормализуя состав нейромедиаторов в мозге, а с другой помогая игнорировать и вырабатывать игнор для своего ленивого альтер-эго и помогая вырабатывать обязательность. Понимаю, что у вас небольшой стресс из-за отсутствия очкастого образа, но есть одна идейка, как заладить этот эффект. Привет, я Котожук. Обожаю Домодедово. Адский здесь переполох, муравейник, но зато к тебе постоянно не пристают таксисты, чтобы подвезти. Я хрен знает, где искать Димаса. Он где-то должен быть здесь. What's going on? I'm still looking. For, Yeah. Well, keep looking. You got upper and lower, all right, G? Копы ко мне прикапываются постоянно. А вот и знакомое лицо. Здрасте. Бля, надо не улыбаться. Да, ну серьезно. Guide me home. Starting guidance to the home address of home contact. My bitch. Значит, смотрите, Дмитрий у нас теперь технокобра официально. У него в машине играет не рэп про Трампа, а просто Газгольдер 2016. У меня все девочки пиздят кофту. Сегодня у огромного числа людей происходит закос в концентрации каких-либо нейромедиаторов. Все больше людей из нового поколения имеют СДВГ, и это напрямую связано с этими вещами. Погружение в гаджеты с детства также это усиливает, насколько я понимаю. В Штатах на фоне упивания суперкрепким чаем из Старбакса я умудрялся ловить даже состояние дереализации. Это связано с понижением некоторых нейромедиаторов и является одним из симптомов, из многочисленных симптомов клинической депрессии. Но это не про меня, конечно, но ничего приятного. На фоне отсутствия спорта, кстати. И да, если запускать такие процессы, то они могут приводить к целому букету психиатрических каких-то диагнозов, в том числе депрессии. И спорт — это отличный такой шлюз, отличная дырочка, чтобы спускать этот пар, чтобы регулировать эту химию. Тренировка, как я уже говорил, убирает излишек катехоламинов, а правильный отдых и питание, к этому мы еще вернемся сегодня, не дают повышаться кортизолу. И те, и другие в огромной степени ответственны за большое депрессивное расстройство, например, и кучу других заболеваний, особенно при определенных генотипах, коих сейчас становится все больше ввиду отсутствия естественного отбора. The inner machinations of my mind are an enigma. Психологически же тренировки, на которые изначально довольно лениво ходить, вырабатывают со временем привычку игнорировать. Это животное нытье лени внутри себя. Это как учиться говорить «нет» людям. Сначала так довольно неудобно, но, по крайней мере, мне было. Потом все легче и легче.
Особенно если внутри вас сидит большое «да», ради которого вы говорите эти «нет». В моей голове это происходит так. Я будто бы слушаю доводы этой линии. Типа, ну да, может быть и стоит съесть шоколадку, может быть и стоит сегодня пропустить тренировочку на пресс. Я это слушаю, вроде как такой киваю, но через минуту я все равно иду это делать. У меня это решение уже принято еще до этого разговора. И оно как бы остается неким нерушимым принципом внутри меня. Что в Макдональдс? Опа, вот они. А я не видел. А что там? Вот они. Кто? Вот какие-то это такие, как бразильянки. У нас вся Москва бразильянка. I'm finally free. I can feel the change coming. It's the dawn of a brand new day. Центровая улица Санта-Моники, 12 ночи, пустая. Похоже на Европу чем-то. Вот в Лос-Анджелесе тоже очень популярна тема с арендованными самокатами. Валяются на каждом шагу. Давай, начни с себя и потом на меня. Короче, я тут начал хвастаться, что у нас у каждой станции стоит такой небольшой гопник, который мешает бросать вот так вот скутеры. На что мне Дима парировал. В этом прикол весь, что ты можешь ехать, куда тебе нужно доехать, ты его оставил там, бросил и ушел. Следующий человек в аппликейшене посмотрел, где свободный мопед валяется, ехал дальше, как бы, да. А если вот его обосрут, там, кто его будет чинить? Их забирают периодически, раз, там, не знаю, в неделю ездит чувак, там, собирает там все мопеды, он везет их на дозаправку. Друзья, этим чудесным вечером мы собрались с Дмитрием и его какими-то приятелями на съемку, где я сегодня сюрприз не буду снимать. Я буду просто смотреть, не знаю, может быть, отниму себе немножечко моделей. Посмотрим, может это выльется. Пока мы 2 дня в Лос-Анджелесе скучаем, может быть, сегодня начнется первое так наше приключение. Очень теплым дождем мое черное небо, там, где не был еще. Остановится время, мир вместе с тобой снова бледный и век черно-белой краской. Он все заливает, превращая сегодня в очередное вчера. Запах летнего ливня возвращает меня в антологии детства. Ничего изменить нельзя. В целом съемка ребят напоминает немножко школьную тусовку, но хоть какое-то развлечение нам, старикам. Смотри, Федя капитан. О, какой красавец тут сидит Роля. Оп, оп. Мне кажется, вот это самое прикольное. Кадры, конечно, такие. Carbon copies get declined on the Pioneer. Beat that pussy up. I need riot gear. Any ballin'. Итак, основной вопрос, который обычно задают мне мои юные и не очень подписчики: какая же у меня тренировочная программа? Это неправильный вопрос. Тренировочная программа сама по себе не очень сильный вклад дает в то, как выглядит ваше тело, на мой субъективный взгляд. Это не способ и не прием, который позволит достичь долгосрочных результатов. И особенно их закрепить. К ним приводит образ жизни. Я не говорю про образ жизни на лето, или к съемке, или к пляжику, там, к отпуску, который вы себя заставляете соблюдать. Это не пожирание всего подряд весь год, и потом жесткая сушка к лету, вот в потугах подготовить сани. Мои сани всегда готовы. Итак, что же нам нужно делать, чтобы сани наши были готовы по дефолту каждый день? Это должен быть тот образ жизни, который совершенно естественно и без напряга ведет тот человек, которым вы хотите стать, действительно хотите стать. Единожды честно признавшись себе в этом и разобравшись, кем вы на самом деле хотите быть, кем вы себя видите, к чему стремитесь, вы автоматически перестанете чувствовать, что вы себя что-то заставляете делать или что вам это сложно делать. Это будет совершенно естественным для вас процессом, если вы не врете себе. Например, раньше моей целью были просто кубики, и я мог ложиться в 5 утра, я мог тусить. Я ел несистематически и старался достичь результата в основном вот благодаря супер усиленным тренировкам на пресс. И каких-то иногда марафонов на дорожках или в бассейне, когда я месяцами там плавал каждый день. Обычно эти марафоны заканчивались, если я бегал
надрывом какой-то связки прямо к появлению 6-го кубика, и я забрасывал всю тренировочную программу потом на месяца. Сейчас же моей целью является быть максимально здоровым и эффективным человеком. При этом затрачиваю на это по возможности минимальное количество усилий и времени. А кубики идут как бонус к этому пакету. Это цель совершенно другого уровня, и в рамках этой цели невозможны те противоречия, с которыми раньше сталкивалось мое туловище. Теперь давайте разберемся, что же из себя представляет этот пакет. Знаете, хата здесь стоит около $4000 в месяц, а вот эта моча просто на полу. Называется это Pet Friendly House. Это значит, что здесь можно гулять с домашними питомцами и ссать куда тебе захочется. Здесь даже есть такие искусственные газоны для их мочи. Так что здесь попахивает. Я думал, что я самый умный. В этот раз прилетел с Dream SIM. Это такая сим-карта, которая в каждой стране работает. Но она оказалась в 2 раза дороже, чем если бы я купил здешнюю. Поэтому я сейчас решил попробовать доехать за T-Mobile. А заодно протестировать местные самокаты. Вот так это выглядит. Где-то рядом со мной на 65% заряженный самокат. Почти дошел. Нашел я кукиш с маслом. Попробуем найти этот. Опять эти адские птицы срутся. Кажется, я иду к этому самокату. Сейчас в него должно быть заряжено пол батареи. Вот так вот это выглядит. Прежде чем она мне его разблокировала, она заставила меня отсканировать свои водительские права, которые я нечаянно взял с собой. И мне пришлось сбивать все вручную, потому что у меня не американские права, и она не может их считать. Еще она требует, чтобы у меня был шлем, но я так понимаю, всем насать на эту тему. Сейчас я еще раз пробую разблокировать. Все, поездка началась. Ну, короче, мне понравилось. Единственное, у них туристы вообще нихуя не соблюдают правила движения, что, скорее всего, приводит к большой травматизации. Все ездят по встречке и без шлемов. Ну, я тоже без шлема, в принципе. Вот чувак использует свою тягу. У черных самые стильные кроссовки. Когда я смотрю на кроссовки черных, мне кажется, что в душе я черный ногами. Здесь очень пахнет травой, очень шумно. Но со временем привыкаешь и как-то уже не так напрягается. Камеру можно вообще не выключать, но мне, честно говоря, немножко неудобно снимать людей в упор. Прям. Я когда совсем фриков вижу, включаю. Очень много бойцовых пород с какими-то бомжами гуляет. Con alegrías en el alma, el año nuevo te espera con alegrías en el alma. А вот кто-то остроумно кинул их в мусорки. Мне кажется, так бомжи себе их забивают. Вообще здесь много такой рандомной хуйни, которую, казалось бы, должны контролировать копы. Они здесь ходят, потому что везде катаются подвое, довольно быстро. Дети катаются, что в принципе запрещено. Но все в порядке. Как я уже говорил в своем прошлогоднем влоге про ментов, они здесь простых обывателей не сильно щемят. Они стараются очень остро реагировать только на криминал. Поездка от дома до Венеса стоила мне $3.25. Вместо нее я бы мог идти пешком минут 35. Вместо этого где-то 7 минут ехал на самокате. Так что, в принципе, прикольно, мне понравилось. Нашли в LA клуб, не наполненный рэпом, но и не техно, к сожалению. Приехали в какой-то клуб рядом с UCLA, где много девочек и студенток, но нас не пускают. Пустите меня! Вот написано, заходите с другого самого. Ну ладно, пойдем. Ребят, короче, мы бухие идем с Димой после бара. Я нашел какой-то самокат с ободранным QR-кодом, заряженный. И мне надо было активировать, он просто адски ездит. Это Bird, это не чей-то личный самокат.
И я просто катаюсь. Он пиздец как заряжен, он очень быстро ускоряется. Мне кажется, какой-то бомж его взломал, чтобы ночью путешествовать по Лос-Анджелесу. Давай, брат. Ребят, сейчас 4 часа ночи, и это Бёрд. Бёрд после 10 вечера не должен работать, у него должен работать фонарь. И эта хуйня не разблокировалась мной через приложение. Значит, какой-то бомж взломал эту хероту. Ой, осторожно, бля. Да. В общем, он ее взломал, чтобы кататься по ночам между своими палатками. И теперь мы используем бомжовый прогресс, да, для того, чтобы добраться до дома. Наверное, можно как-то еще и как-то заряжать. Может, тут розетка есть? Ну что, поехали? Погнали, Федь. Короче, все, вот такая хуйня. Кстати, он едет быстрее, чем обычный Бёрд. Погнал. 3. Давай, брат. Запись, мотор. В бреду, Рэй. Давай. Okay, so I got the ambience just where I want it. And if you get paid, it's solely based on your performance. My ego is enormous, like my crib in California. If you ain't got no heart, man, you're gonna need a donor. Сейчас вы можете наблюдать у меня прическу, которая называется «Владелец кабриолета». Все потому, что мы на этом взломанном бомжом самокате проехали миль сколько, 17, блядь, и он так и не сдох. У него так и осталось 2 деления гореть. Это просто как пиздец. Мы его, наверное, себе консервируем и будем кататься на нем до конца июля, пока он совсем не зачахнет. Мы проехали пол Лос-Анджелеса на нем. Заебись, вдвоем, он тащит пиздец. Если вы внимательно слушали предыдущие выпуски, то вы уже знаете, что строить тело на фоне стресс-реакции довольно сложно. Таким образом, во главу угла становится сон, причем сон в правильное время. Я почти всю сознательную жизнь ложился с 2 до 7 утра, и всю сознательную жизнь мне приходилось спать больше нормы, потому что даже если я спал по 3, по 4 часа ночью, я потом клевал носом весь день, где-то дремал в метро и так далее, так далее. Я всегда это... Любой мозг это будет восполнять. При таких условиях нещадно страдает восстановление тестостерона, серотонина и мелатонина. Недостаток первого сказывается на росте мышечной массы, а недостаток второго приводит к вялости, сонливости, апатии, бессоннице и недостатку третьего, ведь серотонин является дровами, из которых вечером делается мелатонин, гормон сна. А вы, наверное, помните, что низкий уровень серотонина на фоне повышенного от недосыпа кортизола при определенных генотипах с большой вероятностью может приводить к клинической депрессии. Может быть, я и стал таким меланхоличным в 24 по этому поводу. Теперь хвастаемся. Сейчас мои циркадные ритмы отточены практически идеально. К 11 я уже начинаю вырубаться, в 7 я подрываюсь без будильника. И у меня такого никогда в жизни не было в России. В Калифорнии это автоматически становится моим ритмом. Наверное, благодаря их солнцу, потому что оно довольно четко активирует синтез серотонина днем. Здесь, в тусклой, но любимой Москве, добиться этого мне за несколько дней помог будильник. Надо реально не досыпать первые дни, подвижность в течение дня и 10 мг мелатонина перед сном. Но когда я обнаружил, что с мелатонином я могу спать вовремя, я понял, что у меня его недостаток, и, соответственно, логично вывел, что у меня недостаток и серотонина, из которого он строится. Так что я добавил 50 мг 5-HTP. Это лимитирующая форма аминокислоты триптофана, которая предшествует серотонину в организме. Таким образом, за ночь я лучше восстанавливаю серотонин. Утром, когда нейромедиатор хорошего настроения и бодрости, коим он является, на пике, я просыпаюсь. И вечером уже большая порция этого нейромедиатора участвует в создании мелатонина, моего собственного уже. Проснулся после тусы, пойду развожу Диму, пока весь день мы не проебали. Мы хотели на бассейнчике полежать. Ебическая сила. Федор, думал, ты мне кофе и завтрак несешь. Знаете, у меня никогда не было проблем с джетлагом в Лос-Анджелесе. Наоборот, такое ощущение, что мои циркадные ритмы всегда оставались работающими по этому времени. Грубо говоря, в Москве почему-то я всегда сплю от 9 часов, просыпаюсь по возможности позже, если не надо рано вставать. Ну и оказываясь здесь, я всегда ни в одном в глазу после 7 утра. У меня нет совершенно никакой привязки ко времени отбоя. Я могу лечь в 9 вечера, я могу лечь в 3 часа ночи, хоть убей, я встану в 8 утра, потому что я не могу спать. Физически я сплю по 6 часов каждый день, при этом я не чувствую никакого недосыпа. Мне кажется, очень плохая идея была не взять с собой кепку.
Посмотрим вечером. Yo, rap, okay. I'm from Russia. Nice. Hey, it's great to meet you. I have a lot of fans in Russia. Yeah. I will tell you, it's nice to meet you. Someday I will get to know somebody else too. From the family, maybe the whole group. Maybe, I don't know, I'm just trying to do what I do best. Look, I'm standing here rapping while I'm in the West. Напас, лавандос, пачка папирос, причем чтобы волосной врос. Я не абсос, получив ебасос, ответь скорее на мой главный вопрос. Жизнь не значит ничего для меня одного. Забудь все твои мечты. Ну вот случилось то, что я говорил. Со мной на улице заговорил рандомный парень. Он типа рэпер, растущий, молодой. Зачитал мне фристайл. Шел совершенно в другую сторону в поисках Венеса. Я наставил его на истинный путь. Вот пришли мы на Muscle Beach сейчас. Он там будет читать рэп в поисках своей аудитории. Итак, мы на Венесе. Место силы туристов. Наш герой ищет место потише, чтобы можно было свои колонки врубить. Yes, I'm from Haiti, born and raised. I came out here when I was 15 years old. Короче, здесь свой мир туристов, наркоманов и велосипедистов. Какие-то девочки в сиреневом. Yeah. А вот в таком формате как раз он хочет выступать, видимо. Are they dancers? No, I guess they're about to jump around. Стресс-реакцию также вызывает болезни, голод, перенапряжение и стимуляторы адреналина. Это значит, что у нас идет максимальный минус по бухлу, наркоте. Вот это поворот! Естественно, тепло одеваться. Кончилось время, когда мы выебывались тем, что гуляли без шапок. Ну и про питание поговорим дальше. И да, убирайте раздражители, если вы дохуя раздражительный. Вам же будет полезнее. Хотя вы всегда можете написать какие-нибудь злобные комментарии, но вы таким образом совершенно не выплесните свои эмоции. Так вы только усилите каскадную реакцию вашего гнева. Окей, разобрались со сном, далее питание, мое любимое. Я уже перечислял список продуктов, которые ем в различных комбинациях, и это практически всегда рыба, мясо птицы, творог, яйца, иногда говядина, морепродукты, нерастопленый геркулес, гречка, овощи, бананы, авокадо, кокосовое масло. Почти все всегда на пару или варится, иногда жарится на кокосовом масле. В основном мои завтраки из геркулесово-яичных блинов. Это не железный четкий список. Я могу сожрать арбуз, шоколадку, сардельку, я могу сожрать и бургер раз в год, наверное, если придется. Если кто-то из домашних купит, я и шоколадку могу захомячить совершенно без угрызения совести. Но сам я никогда не покупаю ничего, выходящего из вышеперечисленного списка домой. Это мой выработанный долгосрочный пищевой режим, и он является основой моей стабильной массы и стабильно низкого процента подкожного жира. Если раз в месяц я сожру где-то в гостях целую шоколадку или торт, это не сильно внесет вклад в мои 120 приемов пищи в месяц. И я совершенно не почувствую угрызений совести по этому поводу. К слову, обычно именно чувство вины от пропущенной тренировки или срыва в диете приводит людей к продолжению обжорства и дальнейшим пропускам. Стремясь получить приятное ощущение на фоне вины, которая является следствием пониженного серотонина, люди склонны к вредным привычкам, которые его повышают еще больше. Так что не парьтесь, если вам сегодня не получилось потренироваться или сегодня вы попали на день рождения и сожрали торт. Главное, как вы живете в течение месяца, года, своей жизни. Естественно, вы можете подобрать свой собственный набор продуктов, исходя из своих вкусовых предпочтений. Можно предположить, что мой список для большинства звучит довольно скудно, особенно для девчонок. Да, и они, наверное, сильнее зависят от вкуса пищи. В этом плане мне вообще похер, мне он почти не важен. Это дрова для моих целей, и мне в первую очередь важен их химический состав. Тем более, что с таким набором намного легче контролировать пищевое поведение. Гречки особо не пережрешь. К слову, серотонин снижает аппетит, чем способствует увеличению контроля над пищевым поведением. На Западе делают даже таблетки для похудения, повышающие серотонин. Это говоря о правильном сне в том числе. И чувстве вины. Вообще плохое настроение для вас – это большой триггер для покушать чего-нибудь сладенького. Вы, наверное, сами это знаете. Так что, если вы поздно ложитесь или не высыпаетесь, нечего принять, что у вас нет кубиков или вен на руках. Пытаюсь найти приправу для курицы, а здесь
Все органик, сделано из каких-то травок, и не найти химикалий вообще нигде. Непонятно, как готовить курицу. Ищем овсянку уже 40 минут. У них какая-то вот такая хреновина вместо нее продается. А саму овсянку не могу найти. Здесь какие-то бобы, тупрос, Дмитрий. Сейчас, где Геркулес? Геркулес. Рис у них есть. В стеклянных банках. Нашел я овсянку, но она у них вся смешана с какой-то сладкой дрянью. Не захерачишь с яйцами, как я люблю. И семгушку не добавишь. Заморочили продавщицу, купили какие-то мятые, никому не нужные геркулесовые каши. Походу здесь они не в почете. И наш последний квест — найти в Америке рассыпной чай. В прошлом году нам это так не удалось. Справа. Но это все не то. А вот сверху что-то такое, да? Или это пакетики? Гора чая, целая стена и все в пакеты. Нет у них рассыпного чая. Придется пакетики пить нам. Погнали. Здесь. Погнали. Авокадины очень твердые и маленькие в Америке. Получается где-то в 3 раза дороже, чем в России. Пустил нашего парня, буду снимать, как ребята тут что-то делают. Чувак в шляпе очень известный, очень высокий качок. 2 метра он, короче, в высоту. По-моему, у меня даже есть кадры из Лас-Вегаса, где он там что-то рекламировал, стоял на крыльце какого-то торгового центра. А здесь еще и теннисный корт у нас. Настоящий охуенный общественный пляж. Здесь полгорода тусит днем. Окей. So, мне подарили этот диск. Thank you. Russia. Yeah. Can you sign it? I'm from Inglewood, California. Inglewood, really? Inglewood from the hood, trying to show you what's good. Cool. You smell me? Все катаются на электронных самокатах. Самокаты реально валяются везде. Without at least one Asian guy. Give me an Asian guy. He better have a camera and a map. Now everybody get close. We're taking the jump. Now folks, this is the grand finale. The most dangerous part of the show. When I introduce everybody, show your love. Remember folks, we always have the biggest, the loudest, and the best crowd, so show your love by making some noise. Now folks, pay attention. This is Venice Beach. This is how we meet new people. So pay attention. Hey white guys, shake each other's hand, talk about real estate or something. Yeah, get to know, hey, hi, I'm rich, hi, I'm white. This is the grand finale, the most dangerous part of the show. Everybody say, ooh. Welcome, 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 welcome. Okay. He's gonna run from this side. He's gonna flip over. Body extended. With no hands! He's gonna flip over all these people. And we don't wanna hurt nobody like yesterday. So we like to ask everybody on this side, do us a big favor. There's enough room. The fuck up! Thank you guys for being such a great crowd. Now folks, we see that we have a lot of kids in our audience. Kill yourself. And that's the human race. That's why we should learn to live together. Please kill yourself. The fuck? Right folks, and before we take the show, really kill yourself. This is one race. The fuck? Please, please Keep in kill mind, folks. yourself. Заебался ждать шоу, и у меня уже нос начинает подгорать. Все-таки надо найти кепку и поесть. Купил себе очень оригинальную кепку, а он нашел своего чувака как раз. Вот его место. Но мне как-то теперь уже лень с ним разговаривать. Я исчерпал все свои запасы экстраверта. Хочется пожрать. Питание в течение дня должно соответствовать следующим правилам. Первое. Удовлетворять вашу белковую норму. Это от 2 грамм белка на килограмм тела, если вы занимаетесь железками. Иногда сложно столько белка есть, поэтому я лично хлопаю по 20 грамм с изолятом по утрам и по 20 грамм с изолятом после тренировок. Речь идет об изоляте сывороточного белка, естественно, на воде. Он так лучше усваивается. Второе.
удовлетворять вашу жировую норму. За этим, честно говоря, я не слежу, вам рекомендуется почитать это и осваивать самим, как и все остальное, что я рассказываю. Особенно очень советую девушкам изучать этот вопрос, потому что многие девочки в потугах похудеть полностью убирают жиры из рациона, чем через пару месяцев свою гормоналку просто убивают и получают менопаузу. Ищите релевантную информацию о правильных жирах и требуемом их количестве, если не хотите лишиться половых гормонов. Парни, вас тоже касается. Я лично предполагаю, что съедая по 7 яиц в день, а это моя норма, и догоняя это 3-4 капсулами омега-3 жиров, и плюс еще периодически каждый день практически съедая какое-то мясо рыбы или печень рыбы, я, видимо, эту норму как-то покрываю. Кстати, особенно хотелось подчеркнуть важность холестерина, получаемого извне. Критически важно получать его из животной пищи, такой как яйца, креветки, мясо животных, рыба и иногда даже майонез. Обычно натуральный майонез из яиц. Майонез – это инструмент? Для некоторых он будет намного полезнее ебучей гречки. И на самом деле грустно смотреть на реакцию людей, когда ты говоришь им про холестерин и майонез. Этот ебучий миф до сих пор сидит в головах многих спортсменов и даже тренеров, у которых нет никакого диетологического образования. Вредны лишь липопротеины низкой плотности? Еще раз, ты знала это слово. Вредны лишь липопротеины низкой плотности. И именно их вырабатывает печень в большом количестве, когда вы не получаете их извне. И наоборот, липопротеины высокой плотности очень нужны и полезны организму. Они растворяют бляшки и атеросклеротические отложения. Их отсутствие ведет к сердечно-сосудистым проблемам. На Западе уже очень давно не модно бегать от холестерина. Сейчас там все боятся глютена. Здесь настоящий нескончаемый велопоток. Буду перебегать. Метров 400 шириной пляж. Дойду до моря. То, на что я все время пеняю. У них практически нет вот тех кафешек, которые в Москве на каждом шагу, где ты можешь сесть за столик в прохладной атмосфере, чтобы не было все засрано, не бегали тараканы, не ходили бомжи, и покушать что-то не жареное на трансжирах, блядь, и так далее. Это какая-то редкость. Здесь либо какое-то говно забегаловочное, либо очень дорогой ресторан. Чтобы полноценно представить себе атмосферу, добавьте запах травы, и вы практически здесь. Какие-то проблемы с копами. Каждый третий водитель этих самокатов едет с таким лицом, будто он не знает, что делать, и сейчас куда-то въебется. Немножко рандома добавляет передвижение по Венесу, но весело. Менты что-то здесь любят со всеми разговаривать. Третий пункт. Питание должно удовлетворять ваши потребности в калориях, не превышая ее, если это не запланировано. Здесь все тоже у меня очень просто. Я не считаю калории, хотя по-хорошему надо. Я считаю ложки гречки во втором и третьем приеме пищи. И сужу по своей массе на следующий день. Очень тупая простая схема регуляции, но она у меня работает. Сейчас мне было намного легче терять вес, чем его набирать. Так что у меня довольно большой запас калорий сверху. Хоть тот же майонез лей. Еще раз, кстати, хотел сказать, натуральный майонез охуенный.
источник жиров и холестерина из яиц, если он натуральный. Тем не менее, я его не люблю, он мне немножко противен на вкус. Вернее, я даже, кстати, не помню, когда последний раз его ел, может, с пельменями в 2012. Хоть обожритесь майонезом, главное учитывать его вклад в калории. Иногда он намного актуальнее бездарного ведра фруктов, которые почти не насыщают и дают кучу калорий с сахаром, вздутие живота и прочее говно. А через полчаса вам опять хочется пожрать. Посмотрите на этих веганов с животиками. Я уж не говорю, что у них волосы выпадают у каждого второго. Из тех, кого я знаю, что не является статистическим количеством. Личное мнение. Итак, помимо пищи, которая должна давать вам основное количество белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов, вы, естественно, можете дополнять свой рацион пищевыми добавками. Свои я тоже уже перечислял. Изолят, какие-то витаминно-минеральные комплексы, где у меня витамин А не в виде каротина. Мой кирпич от каротина реально стал как-то кирпичного цвета. Да, вот когда каротин добавляют, не скупятся сухую морковку сыпать витаминки в наши. Добавочно я пью витамин D, сейчас это 10 тысяч МЕ единиц через день. Раньше ел 5000 единиц в дни тренировок в составе морского коллагена. Это не важно. Кстати, прежде чем запихивать в себя 10-кратные порции витаминов, обязательно измерьте их уровень у себя в крови. Например, у меня превышен витамин В12 сейчас, и я его не принимаю. И, очевидно, у меня был избыток витамина А в свое время. Если вы полноценно питаетесь, довольно высока вероятность, что у вас все витамины в норме. Не берем в расчет витамин D, пока на улице нет солнышка. Далее, комплекс для суставов и связок. На предельных весах, а я, видимо, до них порой дохожу, судя по моим травмам в юности. Это довольно полезная вещица. Омега-3 кислоты молекулярно дистиллированные. Это, конечно, выебон. Мне кажется, они сейчас все молекулярно дистиллированные, но просто когда-то в Советском Союзе была практика рыбий жир получать из всякой требухи, и он был очень говёный по качеству. Не знаю, наверное, сейчас уже и нет не молекулярно дистиллированных. Рибоксин и калий аэротат, про который я говорил тоже когда-то в своих добавках, во блоге про свои добавки, я сейчас не ем, потому что я считаю, что их имеет смысл есть только на самых пиковых периодах, а сейчас я отдыхаю после операции. Хотя вот уже через 4 дня мне разрешили начинать ходить в зал с небольшими весами. Хотя у меня закончился абонемент, и мне немножко лень обновлять его. Может быть, в другое место пойду. Ну, естественно, еще 5-HTP и мелатонин. И говоря про добавки, еще раз хочу сказать, во-первых, не стоит кушать все подряд по дефолту. Имеет смысл это промерить. И во-вторых, не жрите все постоянно весь год. Если вы жрете что-то курсом 30 дней, потом месяц сделать паузу. Отдельным пунктом в питании водный баланс. Здесь все очень просто, 2-3 литра в день я пью. Такое количество выпиваемой воды позволяет почкам не париться о том, что надо будет копить жижу в тканях и коже. Короче, от этого кожа тоньше, вены больше, лицо не опухшее. Да и излишки витаминов и белкового обмена быстрее выходят из нашего избыточного тела. Питание, кажется, закрыли. Вот так вот я грызу губу обычно. Чувака накрыло жестко. Все вокруг ходят и ржут, потому что, ну, это нормальное событие, просто чувак перекурил. My chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Пришел в конец Венес-Бич. Здесь начинается Вашингтон-бульвар. Очень много кафешек и всяких забегаловок. Похоже, здесь везде все pet-friendly. На газонах стоят такие знаки, говорящие, что вот, мол, аккуратнее бегайте, дети. Потому что здесь могут быть обоссанные участки. Тем не менее, в отличие от наших краев, хоть все обоссано, говна вообще нигде не валяется. Это очень-очень важно. И вот только теперь у нас тренировки. Итак, принципы. Оптимально затрачиваемое время. Не перерабатывать. Никаких там кардио, чтобы сжечь жир. Все похудение обусловлено создаваемым правильным питанием, дефицитом калорий. Без лишних трепыханий. Тренировки только для роста мышц или, в крайнем случае, как у меня, чтобы восполнить отсутствие подвижности в некоторые дни. Погнали.
Каждое утро я делаю все ту же супер короткую интенсивную тренировку на пресс со своими утяжелителями. От пола подряд 30 раз по 45 градусов, 30 раз по 90 градусов, потом перерыв 2 минуты до косых от пола и 2 минуты перерыв и 40 подъемов ног, махов ног в этом тренажере. Тоже по 90 градусов. Все. Можно идти пить изолят. До утяжелителя я 5 минут лежу в кровати и бомблю вакуум живота, пока проверяю Инстаграм. Это уже скорее традиция, нежели какая-то тренировка. Это не чувствуется как упражнение. Да и все лишнее с живота помогает толкнуть перед нормальной тренировкой пресса, если вы понимаете, о чем я. Плюс потом на веса очень четко можно встать. После изолята контрастный душ, и день становится светлым. Ну, в моем смысле, диастол вырастает в 1,5 раза. А вы, возможно, помните, что она у меня около трупная всегда. В России зимой самый контрастный душ, который я видел. Кошак беспокоится. Силовые тренировки бывают у меня 3 типов. Грудь с передними дельтами, там же средние дельты. Спина с задними дельтами и трапециями. Ноги. Все тренировки проходят через день. Через неделю я добавляю пару упражнений на трицепс к тренировке груди и пару тренировок на бицепс к тренировке спины. Каждую неделю мне бесит тратить эти лишние 20 минут. Все тренировки я стараюсь делать, основываясь на базовых простых упражнениях. Если не хотите ломаться полностью, как дедушка Федор, я очень рекомендую вам 5 минут хотя бы посвящать растяжке и разогреву перед началом этого тяжелого процесса. Первые 2 тренировочных дня я всегда строю по принципу комплекса. 2-минутный перерыв для меня это как эталон, и всегда в этот 2-минутный перерыв между тренировкой одной группы мышц входит тренировка на другую, более мелкую группу мышц. Как вы помните, там, в грудь я вставляю передние дельты, в спину я вставляю задние дельты. Давайте на конкретных примерах. Тренировка груди. Делаю жим штанги на грудь. И в 2-минутный отдых я вставляю разведение гантелей на средние дельты. Уж не знаю, правильно я это называю упражнение, я буду называть, как я чувствую. И так 4 подхода. Потом птичку на грудь. И в 2-минутные перерывы я вставляю жимы на смите на передние дельты, сидя. Так это называется. Ну и третьим блоком у нас идет опять грудь, нижняя часть в блоке. Не знаю, насколько это базовое упражнение, но мне оно больше нравится, чем... Я вспомню через 3 минуты. Брусья. А между подходами бомблю тягу в Z-штанги на передние дельты. Кажется, это Z-штанга. Эх, раньше я с 30 килограммами лишними на ней бомбил, теперь 25. Вот откуда у меня эти пучки. Если выпадает неделя, в которой у меня добавляется тренировка на трицепс, я просто добавляю пару упражнений разными хватами на трицепс. Например, на блоке. Спина и задние дельты – самая тяжелая моя тренировка для меня. Раньше были ноги, но теперь они как-то легче воспринимаются. Это те самые мои подтягивания из той самой таблички, которую я показывал не знаю сколько месяцев или лет назад. Отчасти широким хватом. И я все еще на 15-й неделе. Это, видимо... Ну, 16-я была еще пару раз. Около потолковое мое значение для такого вида тренировок. Потому что в перерывах между ними я делаю становую. Естественно, разминая поясницу как только можно. У меня уже были протрузии. Потом тяга широчайшими в тренажере на глубину спины. Вперемешку с разведением гантелей на трапеции. За ними тяга широчайшими в тренажере на ширину спины, вперемешку с разведением гантелей на задние дельты сидя. Или в птичке можно делать задние дельты, это можно чередовать. Причем ширину и глубину я меняю местами через неделю, чтобы не привыкать. Ну и в конце какая-нибудь тяга гантели от скамьи с упором, я не знаю, как это называется. Вперемешку с тягой штанги, хватом сзади на смите. На трапецию. Ну, если добавятся банки, то старые добрые гантели или Z-штанги, кому что нравится. Ноги, моя страсть. Блять, я заболел. Это нарушило полностью мои планы по тренировкам. Сегодня я уже должен был лежать 300 ногами. Через 5 дней я хотел пропустить день отдыха и последний день до операции выжить 320. В итоге я иду к вору, потому что если это дерьмо продлится, а сегодня 25-е, у меня отложится операция, то есть все мои стратегические расчеты пойдут в пизде.
Таким образом, я уже 4 дня не тренируюсь, еду к лору. Сейчас мне пропишут противовирусное, либо иммуномодулятор. И я надеюсь, что я все-таки успею до операции выжить 300 килограмм. Блять, не надо 300 килограмм выжить, хочу их выжить. Ебучие стафилококки все это начали. Я помню, как горло заболело. Сейчас уже не болит, но нос немножко отекший. Болею второй раз за 2 сезона. Просто стыд. Я вроде выздоровел, у меня осталось 2 дня до операции, так что это мой последний шанс записать тренировку ног. Я уже точно не дорвусь до 320, но хотя бы 300 попробую сегодня сделать, чтобы поставить эту галочку, блядь. Здесь никаких комплексов. Я бы уже сдох, если бы делал ноги в комплексе. В зависимости от этого часто гуляют максимальные веса этих упражнений. И в конце сведения ног в тренажере. К сожалению, вторая батарея камеры села к этому моменту, поэтому я покажу это упражнение на примере, взятом из интернета, но я делаю его также сексуально. You're gonna grab these pads, you're gonna spread them out as far as your legs will let them stretch. Приятная боль. Есть пословица «тяжело в зале, легко на пляже». Так Это да. Своди, выдох сокращаем, вдох растягиваем, работаем. Ай, давно я так не работала. Не сдерживай себя, давай, действуй. Полдень. Отличное начало дня. Прошло 2 дня, кажется, я акклиматизировался, дорвался до здешнего зала. Здесь нет штанг, как я уже рассказывал прошлый год, но примерно 4 упражнения из 7 на ног я могу сделать, так что надо брать пока все, что есть, а потом, возможно, я найду какие-то другие залы на районе. Здесь немножко другая физика упражнения, поэтому я пока поставил маленькие веса, приноровиться вообще. По-другому как-то все сгибается тело. Так что посмотрим. Обычно в Москве я делаю до 250 килограмм же. Здесь пока 250 фунтов, сейчас будем повышать. Прикольный тренажер на самом деле. Вроде веса маленькие, но ноги забивают они лучше, чем те, что в России были. Но без приседов все равно что-то не то. Еще на 20-ку повысим и хватит. Так, дальше двинем на бицепс, он здесь тоже немножко другой. Везде нужно будет новый вес находить свой рабочий. Очень удобно, делаю сейчас 60 килограмм. В моем зале в Москве была скамья с поднятием ног, наоборот. На бицепс ног вообще все по-другому работает, но болит, прикольно. Икры здесь чем-то похожи на московский тренажер, но когда я там делал 1,5 недели назад икры, я сделал с весом 80 килограмм, надорвал себе связки ступни, поэтому не очень рву сейчас какие-то рекорды ставить новые. Бля, я перепутал тренажер на икры с тренажером на спину. Подставка для ног просто, чтобы фиксировать тело. Ну, значит, икры. Значит, 3 упражнения из 7 я смогу делать в этом зале, что очень удручает. Осталось только квадрицепс ноги добить на разгибателе тренажере, и все. Я вспомнил, почему в прошлом году очень любил День ног в Америке, потому что он всегда выдавался самым ленивым. Всего 3 упражнения на тренировку. Здесь тоже очень неудобный тренажер, но что пойдет, на самом деле, это же выход из зоны комфорта и тренируются немножко другие бычки, поэтому, наверное, даже это полезно. Немножко бесит, что у них нет подушки для угла ног, вот здесь вот, и она очень давит, но
как бы новый вид нагрузки всегда заебись. Ну все, не прошло и полчаса, я доделал ноги. Очень лайтовенькая тренировка. Но тем не менее, я немножко подустал. Не бывает тренировки ног, которая тебя не убивает с колеи. Ну или это плохая тренировка, вы не старались. Но важнее, конечно, не то, сколько вы делаете и с каким весом, а как вы это делаете. В первую очередь важна, конечно, техника. Практически не существует спортсменов, входящих в зал без травм. У меня есть травмы ног, плеча, спины, шеи, практически всего. Руки я тоже как-то надрывал. Так что здесь главное не навреди, первое правило. А второе правило – это поиск своей рабочей массы, своего рабочего веса. Найдя его с правильной техникой, вы всегда будете двигаться к своему потолку. Венки появляются, а девочкам не нравится. Естественно, иногда я меняю, дополняю тренировки, особенно если занимаюсь долго и мои веса начинают останавливаться. Но сейчас я занимался всего месяц, поэтому я не почувствовал какого-то потолка, и это является моей такой дефолт-системой тренировок. С силовыми тренировками закончили, и последнее, наверное, самое мое нелюбимое. В дни, когда у меня нет дел и необходимости куда-то дальше 400 метров от дома ходить, в том числе и некоторые тренировочные дни, кроме дня ног, моя подвижность в такие дни крайне мала, что я считаю очень неприемлемым. В такие дни по вечерам я бегаю километров по 6, в течение буквально полчасика, слушаю какие-то лекции в это время, просто чтобы закрыть окошко подвижности. Дети, обязательно тщательно разминайтесь и не забывайте про разогрев. Также крайне рекомендуем вам изучить правильную технику бега. Я от бега получил больше всего травм в своей жизни, наверное. И, конечно, диафрагмальное дыхание – это охерительная тема для бега. Вот и все, ребята. В перечисленных мной вещах нет ничего сложного, если вы действительно выбираете твердую позицию на пути к своим ясно обозначенным целям. Еще раз повторю, это не рецепт, как накачать кубики или как скинуть лишние килограммы. Это не диета для похудения. С таким подходом вас по статистике хватит на первую тренировку или на пару недель диеты. Это мой образ жизни, к которому я пришел, принял, который я ценю, ни в коем случае не терплю. Возможно, у вас будет свой. Например, можно наловчиться белковую норму получать из сои и пельменей при должной сноровке. Наверное. Или заниматься триатлоном по 30 часов в неделю и считать это оптимальным. Главное, чтобы вам нравилось. Или качать пресс и попку, как делают многие девушки. Или думать, что мысли материальные и представлять себя качком, упарываясь колесами. Напишите свои варианты. Ну вот, а я сам скоро буду возвращаться к тренировкам. Счастлив, что успел довыжать все-таки 300 килограмм. Через месяц мне врач сказал, что уже можно к своим весам примерно прийти. Параллельно погружен во все, что касается первой пробной, свежей, горячей партии футболок и маек. Там куча всякого говнища всплыло. Я потом сделал целый влог про это. С ошибками, проебами. Не только моими, в том числе, в основном не моими. Естественно, куча всяких вещей, которых приходится изучать, учиться всему этому новому, но это интересно. Короче, работа кипит, будет скоро а-та-та или не пойдет, посмотрим. Под это дело мне еще снесли Инстаграм, а я только обновил сайт и добавил туда кучу хайрезов под продажу. Скоро добавлю все, но это геморрой намного больше, чем вся эта тема со шмотками. Расскажу потом как-нибудь во влоге про адский ноябрь. Возможно, в следующем году. Лол. А на Патреоне я создал новый тир пребывания, в котором дает периодическое право выбирать модель, чье фото я обработаю следующим. До кучи туда добавлено 2 хайреза в месяц в подарок. Уже успел зарасти, пока монтировал этот влог. Вообще забавно, что как только я перестал проебывать время, практически сразу оно было занято кучей проектов, которые в итоге снова задвинули ютуберское хобби, и частота выпускаемых влогов особо не изменилась. Если бы в таком режиме я жил в сентябре или летом, я бы, наверное, мог пулять по влогу в неделю. Но что об этом сейчас говорить? Надо снова грузить хайрезы на сайт и заниматься лекалами для шмоток. И учиться все совмещать. Ну, сайт я скоро добью, на самом деле. У меня глаза как у египтян. На связи. Это лимитирующая форма аминокислоты с профитофана. Триптофана. Как дед какой. Триптофан. Я хочу. Иван Триптофан. Это лимитирующая форма аминокислоты триптофан. Подожди. Что-то не так? Glaubst du, dass die Deutsche kein Humor hat, ha?